Седьмой отрывок о повествовании тяжелых жизненных и политических событий. Это художественное повествование, но за основу взяты реальные события, происходившие в 90-е годы в одной из стран на планете. Это должен знать каждый, чтобы такое не повторилось. Шестой отрывок закончился тем, что главный персонаж увидел вспыхнувший свет на втором этаже здания. В одно мгновение Алексей взлетел на нижнюю ветку старой сосны. Дерево было мощным. Ветви надежно держали вес, позволяя удобно устроиться, опершись спиной на ствол. До окна оставалось метров 4, может быть 5. Идеальная дистанция для наблюдения. Комната оказалась не спальней, а чем-то вроде личного кабинета. Дорогая мебель, кожаный диван, строгий интерьер. Алексей сосредоточился на действиях хозяйки. Она подошла к массивному сейфу. Используя навыки периферийного зрения, отточенные годами тренировок, он следил за руками, при этом фиксируя каждое движение в комнате. Обычному человеку сложно понять, как можно смотреть в одну точку, но видеть во всех подробностях все, что происходит по бокам. Для Алексея это было естественно, как дыхание. Марина Валерьевна оказалась уверенной в своей безопасности. Накидка полетела на диван, следом соскользнуло платье. Как мгновение Алексей замер, пораженный грацией и естественностью этой женщины. Она двигалась легко, по-хозяйски. Подняла руки, обнажая прелесть, убирая волосы назад, и в этом жесте было столько непринужденной силы и красоты, что Алексея на секунду перехватило дыхание. Она на мгновение скрылась за тяжелыми бархатными шторами, и в полумраке Алексей все же заметил странную деталь. Ее плечи и руки при движении играли отчетливыми мышцами. Это не были руки из нежной дамы из высшего общества. Это была мускулатура человека, привыкшего к серьезным физическим нагрузкам. Вскоре она вышла из-за штор уже в легком спальном костюме. На мгновение задержалась перед зеркалом, любуясь своим отражением. В этой женщине чувствовалась смесь хрупкости и скрытой мощи. Алексей заставил себя стряхнуть наваждение. Красота красотой, но мускулы хозяйки салона, в кавычках, ее связи с каким-то Асланом, это имя всегда заставляло Алексея задуматься. Говорили о том, что Марина Валерьевна далеко не случайный персонаж в этой истории. Алексей замер, растворяясь в густой тени сосновых ветвей. Зрелище завораживало, которое разворачивалось в окне, было гипнотизическим. Марина двигалась по комнате легко, почти танцуя, и в каждом ее жесте, от мимолетного взгляда в зеркало до грациозного взмаха руки, сквозила уверенность женщины, знающей силу своей красоты. Словно жеребец перед скачками, который держит в темноте, чтобы не потерять силы раньше срока, промелькнуло в голове у Алексея. Ему стало почти смешно от этого сравнения. К счастью, он не жеребец был, а бойцом, умеющим подчинять чувства холодному рассудку. Она кого-то ждет, заключил он, или просто играет саму себя в этом театре одиночества. Ему стало не по себе с такой роли, невольно соглядая, но цель оправдывала средства. Он здесь не ради подглядывания, а ради истины. Марина подошла к окну, включила негромкую музыку и закружилась в медленном изящном танце. Каждое движение было отточенным, как у балерины. Легкая ткань пеньюара едва скрывала совершенство ее фигуры, маня сбивая с толку. Наконец она резко остановилась, словно приняв решение, и решительно подошла к сейфу. Алексеем овладел азарт охотника. Удача сегодня была на его стороне. Сосна росла там, где нужно. И Марина стояла к нему боком, не прикрывая обзор, словно задернуть штору чуть плотнее. И тайна осталась бы тайной, но она оставила этот узкий просвет. Действуя на инстинктах, Алексей достал из кармана портативную камеру с мощным зумером и навел объектив. Марина достала ключ с нижней полки, вставила его в скважину и начал набирать код. «Личная медвежатника», — усмехнулся Алексей. Спокойная жизнь за высоким забором явно расслабила обитателей поместья, лишив их элементарной бдительности. Он внимательно следил за каждым поворотом диска, фиксируя цифры и в памяти, и на пленке. 30 вправо, 85 влево, 46 вправо и 62 влево. Комбинация врезалась в мозг намертво. Открыв дверцу, Марина вынула из шкафчика папку с документами и быстро переложила их в сейф.
Следом туда же отправился небольшой рюкзак. Было очевидно, она к чему-то готовится. Что-то помешало ей ехать раньше, но сборы были лихорадочными и тайными. Внутри Алексея боролись два чувства. Один воспитанный, на понятиях о чести, для которого чужое имущество было неприкосновенно, другой, познавший горечь утраты, видевший истинное лицо тех, кто пробрался к власти на крови. Желваки заиграли на его лице, когда он вспомнил родителей. Если этот дом построен на костях людей, то о каком воровстве может идти речь? Это лишь начало возврата долгов. Марина снова подошла к окну, приоткрыла его. Почувствовала, что в комнату ворвался свежий аромат ночного леса. Она так глубоко вздохнула. Теперь Алексей мог рассмотреть ее лицо совсем близко. Оно было божественно красивым, но взгляд, наполненный странным блеском, казался задумчивым и печальным. Она смотрела в пустоту ночи, прямо туда, где в тени ветвей затаился человек, который только что украл ее главный секрет. Она стояла у окна, взволнованная чем-то своим, глубоко личным, и ее силуэт в проеме окна оказался удивительно хрупким в этом мире каменных заборов и вооруженной охраны.